В этом видео вы увидите, как готовить кондитерский крем по-итальянски. В Италии это также называется крема пастичера. Значит, что для этого мы берем? Мы берем литр молока полуобезжиренного, 250 грамм сахара тростникового, 60 грамм муки, 10 яиц, свежих яиц. И все это замешиваем и варим. Значит, берем литр воды, литр молока полуобезжиренного. Его открываем. Некоторую часть отливаем в стаканчик. Он нам понадобится для яиц. Молоко выливаем в кастрюлю и ставим разогревать. Пока молоко разогревается, мы готовим яичную часть. Между тем мы разбиваем яйца. Взбиваем яйца миксером. Добавляем молоко. Вынимаем согревшееся молоко. Вот оно достаточно горячее, но, так сказать, не слишком. Добавляем в это молоко сахар. Все 250 грамм сахара. И мешаем миксером до растворения сахара. Проверяем, если сахар растворился, он достаточно уже растворился.
И теперь добавляем муку и взбиваем миксером. Не должно быть крупинок. Смесь должна быть гомогенная. Нужно смотреть ложкой, да? Ну, достаточно гомогенная. Теперь мы поставим печь, варить в большей кастрюле, поскольку это эта кастрюлька уже стала маленькой, поэтому нужно перелить в большую кастрюлю по размеру. Иначе мы не сможем приготовить. Возьмем эту кастрюлю вот ровно. Уже достаточно горячее все. Перельем. И поставим разогревать, перемешивая. Начнем перемешивание и разогрев печи. Вот я вынула из печи молоко с мукой, уже полупроваренное. Значит, там есть литр молока и 60 грамм муки. Они разогрелись в печи. Это раствор, который я приготовила. Нужно, чтобы не было крупинок, да? Не было этих сварившихся крупинок муки. Ну, конечно, нет. Вот. И теперь к этому горячему раствору начнем приливать яйцо, взбитое с молоком. Вот так. Яйцо с сахаром и с молоком. Вот такой цвет несколько коричневый. Это от тростникового сахара. В этом нет ничего плохого. Он такой необычный для белого кондитерского крема. Поскольку белый кондитерский крем получается из белого сахара. А тростниковый сахар такой приятный цвет такой дает. Вот после того, как мы все это хорошо миксером взбили, мы поставим сейчас варить. Довести нужно до кипения. И потом убрать. Но кипеть не должен, то есть он почти должен разогреться. Вот видите, он такой
Вот он должен загустеть. Потому что я сейчас буду давать этот эффект загустения. И мы будем перемешивать время от времени. Ну, чтобы не подгорало к дну. И не образовывались крупинки. Этого ни в коем случае нельзя. Ну вот, он уже полуготовый, да? Ну вот, наш крем, он греется в печи. Мы его помешаем. Он не должен кипеть. То есть мы его доведем до кипения. Но кипеть он не должен. То есть он должен загустеть. Вот он такой еще не густой. Еще ему надо разогреться. Крупинок нет, он не прилип к дну. Все хорошо. Будем ждать, когда он разогреется посильнее. Вот крем, он уже почти закипает, но он не должен закипеть. Как только мы видим, что вот он сейчас будет кипеть, мы его должны вынуть из печи и продолжать мешать несколько минут, пока он не загустеет. Тогда он готов. Видите, уже поднимается пена. Вот сейчас мы его вынем, иначе он у нас перегреется. Видите, такой эффект. Вот мы его перемешали. Чем больше пены, тем ближе к кипению. Вы это знаете, конечно. Молоко, оно кипит всегда пеной. Но не должно убежать. Как только видим очень много пены, мы его сразу вынем. Сейчас я перестану снимать, поскольку я сейчас должна буду его вынимать. Ну вот, я вынула наш крем из печи. Видите, он загустел. И продолжаю перемешивать, поскольку он продолжает вариться. Кастрюля это остается очень горячей, она долго сохраняет тепло, и крем продолжает вариться, и поэтому нужно его помешивать еще в течение 4-5 минут. После этого мы крем перельем в эту чашку из пирекса, из стекла пирекса, которая держит высокие температуры. Видите, оно не закипело, не убежало, не поднялось. Этого не должно быть. Вот. И очень важно вот именно на этом этапе все время перемешивать, чтобы не образовались крупинки. Он продолжает вариться. Ну вот наш крем, он уже почти остыл. Еще чуточку дымится. Видите, он какой-то консистенция. Поскольку он еще горячий. Как только он остынет, он будет более такой вязкий. После чего, после того, как он остыл, мы можем добавить его в наши корзиночки и сверху положить фрукты. И по стечению будет готово. Кондитерский крем можно есть и так, как будто варенье, в качестве, так сказать, с хлебом даже. Он очень вкусный. Потом кондитерский крем на тростниковом сахаре, он не такой сильно сладкий, он умеренно сладкий. И очень полезный для здоровья по сравнению с белым сахаром, да? То есть гораздо полезнее для здоровья. Поскольку он содержит сетчатку.
биологическую, которая задерживает переваривание сахара и выброс сахара в кровь. Поэтому нет такого всплеска очень сильного инсулина в крови, поскольку он постепенно растворяется. Как, например, когда мы едим свеклу, да? Фибры, да, сетчатка есть. Вот так. Вот как только он остынет, я сделаю корзиночку. Итак, наш крем уже теплый, практически он остыл. Вот у него такая консистенция. И мы начнем им наполнять наши корзиночки. Все остальное мы разделим на две части. Одну, чтобы съесть, например, завтра. И остальное я поставлю в морозилку. Возьму например, вот такую форму из-под сыра. Ее наполню и поставлю в морозилку. И когда мне нужно будет, я выну из морозилки за несколько часов до употребления. И таким образом в морозилке может сохраняться очень долгое время. И будет хороший крем. Вот так мы приготовили крем для корзиночек, для фруктовых корзиночек. По-итальянски ля крема пастичера. Следующий этап мы приготовим фрукты и украсим ими корзиночки.